Вот мы говорим без конца «жулики и воры». Говорим «посмотрите на эти рожи». Ну а что рожи? Это ведь тоже люди. И у них есть чувства. И этих людей ранит несправедливость. И мы точно знаем, что есть один ближайший друг Владимира Путина, которому больно. Он испереживался весь от того, как несправедливо с ним поступили. И это ролик восстановления справедливости. В последнее время мы часто читаем о невероятно роскошных, а главное гигантских квартирах глав российских госкорпораций. Такое ощущение, что президент России объявил конкурс среди своих соратников, и они соревнуются в размере и элитности квартир, ну и главное в их стоимости. Было много солидных заявок. Почта России, ее глава обладает апартаментами площадью 386 метров и стоимостью $1 миллиард рублей. Игорь Сечин с собственной пятиэтажкой 1229 метров. Нам казалось, что это уверенная победа, но вперед вырывается глава «Газпрома» Миллер. На прошлой неделе мы узнали о его питерском пентхаусе площадью 1396 квадратных метров. И многие люди сказали: вот, он выиграл. Не бывает, ну не может быть больше. Что значит «не может»? Вы что здесь, не верите в Путина и Единую Россию? Он же нам сказал, нужен прорыв. Вот я говорил в своем послании, значит, не к ночи будет помянуто, но говорил о необходимости прорыва. В области развития страны пока прорыва не получается. Мы говорим одно, а делаем другое. Но давайте гордиться пока нашими рекордами в сфере элитной недвижимости. Восстанавливаю справедливость. Представляю вам текущего победителя в категории «У него получилось». Он, словно скромная Золушка, немногим известен, немногие его обсуждают. На самом деле, под управлением этого человека находится пол России. Путин он ведь как сделал? Всю нефть он отдал своему другу Сечину. Весь газ он отдал своему другу Миллеру. А все остальное, что там насоздавали в СССР и не смогли приватизировать, вся оборонка, военная промышленность, заводы, станки, машиностроения отдали под управление Сергею Чемезову. Он в этом ничего не понимает, но это не важно. Главное, что он вместе с Путиным жил в соседних квартирах еще в 80-х годах в ГДР. И вот теперь этот сосед руководит государственной корпорацией Ростехнологии. Ростех – уникальное предприятие, другого такого монстра в мире не было и нет. В СССР такого не было. Под управление одного человека, Сергея Чемезова, было отдано 700 предприятий, на которых работают 500 000 человек. Государство, которое состоит из сотен тысяч токарей, механиков, инженеров, наладчиков. Можно долго изучать список этих 700 предприятий и пытаться найти там хоть какую-то логику и систему. Но этого сделать не получится. Одна и та же госкорпорация производит и танки, и скайп для чиновников. Там же вообще вся оборонка, самолеты, вертолеты, автомат Калашникова. Они же почему-то вывозят мусор. А Платон, взимающий деньги с дальнобойщиков, тоже они. И АвтоВАЗ, и КамАЗ, и лекарства, и весь оборонный экспорт. А кто приходит к Путину с обещанием сделать российский iPhone? Тоже Чемезов из Ростеха. Это учебник. И на интернет он будет работать в рамках школы, дети работают. Где этот самый российский смартфон? Как я понимаю, вы его сделали. Да, мы его сделали. У него 2 экрана. Apple напрягся, в общем. Apple напрягся. После выхода нашего смартфона. Если к вам в голову вдруг закралась мысль, что Ростех создан для того, чтобы лучше управлять или там экономить на издержках и платить людям большие зарплаты, то гоните эту мысль как можно дальше. Ростех — это бесконечный провал, это немыслимый бардак, это кризисные предприятия и, главное, нищенская зарплата. Токарь 3-го разряда на знаменитом Уралвагонзаводе получает 15 тысяч. Комплектовщик на КамАЗе столько же. На заводе Калашников инженер-конструктор
25 тысяч рублей. Проектировать автомобили еще менее прибыльно. Инженер АвтоВАЗа в Тольятти получает 22 тысячи. Все это было собрано и передано в руки путинского друга Чемезова, чтобы на Ростехе можно было красть миллиардами и покупать именно такие квартиры, как эта. Я стою, как принято говорить, в самом сердце нашей Родины. Вот все открыточные виды, все главные достопримечательности здесь. Смотрите, там Кремль, за моей спиной памятник Жукову, исторический музей. Вход на Красную площадь, гостиница «Москва» и квартира, которая нам нужна, находится меньше, чем в 100 метрах от этой точки. И вы скажете, ну невозможно, здесь не может жить человек, здесь нет квартир. Здесь есть квартира, и здесь может жить человек, если, конечно, этот человек ближайший друг Путина, и если у него есть 5 миллиардов рублей, квартира прямо здесь. Вы, наверное, как и я, думали, что вот здесь никаких квартир быть не может. Ну, какие здесь квартиры? Торговые центры, отели. Но выяснилось, что это не так. Бывшая гостиница «Москва», один из символов нашего города, была снесена и построена заново, но только теперь уже с самыми шикарными и самыми современными внутренними пространствами. Я сам всегда считал, что там внутри только один отель – Four Seasons, самый дорогой в городе, ну и магазины. Но оказывается, наиболее шикарные площади этого здания принадлежат не отелю, а богатейшим людям России и мира. Видите, горят окошечки. Это на 12 и 13 этажах расположены гигантские 1400-метровые апартаменты госслужащего Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой. Давайте посмотрим, как выглядит столица из окон этого скромного руководителя российской госкорпорации. Вот мы с вами видим это все с летящего дрона. А представьте себе, Чемезов смотрит на такую красоту просто из кухни. Стоит у окна, в одной руке чашка чая, в другой бутерброд с колбасой, думает о России и любуется. Но удовольствие, конечно, дорогое, за такой вид надо платить, и Чемезов заплатил за него цену фантастическую – 5 миллиардов рублей. Как вы думаете, кстати, где он их взял? Другая квартира в этом доме меньшего метража и с худшим видом поставила ценовой рекорд на рынке. Стоимость квадратного метра составила 3 с лишним миллиона рублей. Но квартира Чемезова гораздо лучше, чем та, что выставлялась на торги. И простейший расчет показывает нам, что ее стоимость около 5 миллиардов рублей. Предполагаем, что даже больше, с учетом внутренней отделки. Но зайти внутрь и снять для вас экскурсию нам Сергей Викторович не позволил. Наверное, пожалел нас, все-таки такая площадь, мы могли бы и заблудиться. Теперь заглянем в декларацию Чемезова и удивимся, ведь мы не обнаружим у него нашей квартиры. Трюк в том, что она внесена в декларацию его жены, Екатерины Игнатовой, и очень хитро внесена. Там есть 2 нежилых помещения по 700 метров. Маскировка. Полезет такой сотрудник Ростеха смотреть на имущество начальства. Увидит нежилые помещения, подумают, склады, наверное, какие-то или бараки. А это квартира за 5 миллиардов. Не, ну это нормальная история. Чем у нас занимается жена Чемезова? Она предприниматель. Где же она предпринимает и зарабатывает? Правильно, в структурах Ростеха, возглавляемого ее мужем. В нормальной стране эту ситуацию вот сразу подписали бы такими буквами: коррупция. Но только не в путинской России. Здесь это нормально. Самый известный и многократно описанный бизнес Екатерины Игнатовой заключается в том, что она учредила фирму КТ и заявила, что будет производить автоматические коробки передач для АвтоВАЗа, большой пакет которого принадлежит Ростеху. Вы слышали, чтобы на наши «Лады» ставили отечественные автоматические коробки передач? Вот и я нет. То есть мы с вами знаем финал этой истории, но денег туда вкачали море. Фирма была создана 15 лет назад, в 2004 году. 2 года спустя, в 2006 году, прототип коробки показали на московском автосалоне.
анонсировали планы. Мол, начали строить собственный завод в Калининграде, который будет выпускать аж 260 тысяч вот этих коробок-автоматов в год. К концу 2006 года обещали наладить первую заводскую линию мощностью 80 тысяч единиц в год. Естественно, ничего не произошло. Ничего не произошло и в следующем, 2007 году. Но только в блогах скромно спрашивали, а что там с коробкой? И в 2008 году тишина, что ж такое? А в 2009 наконец-то буквально везде была растиражирована новость. Лада Приора с 2012 года будет выпускаться с автоматической коробкой, и эту коробку будет делать КТ. Год спустя сам АвтоВАЗ уже у себя на сайте анонсирует коробки жены Чемезова. Успех, казалось бы, неминуем. Наступает 2012 год, и коробки автомат действительно начинают ставить на японские. После 2012 года было еще много-премного анонсов и обещаний. Вот-вот коробка должна была встать на все новые автомобили Лада. На раскрутку и помощь КТ были брошены буквально все усилия. Лоббистские, финансовые, какие угодно. АвтоВАЗ, судя по новостям, мечтал получать коробки от КТ. Чемезов лично ходил на презентации. В Калининграде выделили землю под завод. Ростеховский банк выдал кредит, но ничего. Вообще ничего не произошло. Ни завода, ни российских автоматов на Ладе. В финансовых отчетах за все годы микроскопические обороты и одни убытки. Вот такая и бизнес-леди, и миллиардерша. Прямо позорно проваленный по всем параметрам бизнес, который по-хорошему должен был давно бы закрыться. Но произошло чудо. Добрая фея, та же самая добрая фея, которая подарила Чемезову Ростех, пришла на помощь его жене. Магия. КТ получила заказ на создание коробки передач для путинского лимузина «Кортеж». Вот этот автомобиль, вы все его видели на инаугурации в том году. Путин гордо проехал на нем 500 метров. Там внутри стоит самое что ни на есть настоящая коробка передач, сделанная женой Чемезова. Судя по отчетности КТ, по их неожиданно ожившему сайту и появившемуся YouTube-каналу, Путин лично вдохнул в бизнес Екатерины Игнатовой новую жизнь. Ну, еще $1 миллиард рублей в виде предоплаты. Так, на всякий случай. Добрая фея была настолько добра, что даже наградила жену Чемезова медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Вот документ о награждении, так что теперь вы знаете, какие заслуги перед Отечеством наша с вами Родина ценит особенно. Резюме. Ничего не получилось. Не получилось, не фартануло. Ну, кроме квартиры за 5 миллиардов и еще бог знает какого количества денег на офшорных счетах. Это абсолютно российская история. Жена руководителя госкорпорации стала бизнесменшей. Непонятно, чем она занимается. Все у нее провалилось, но зарабатывает она с мужем в разы больше, чем, скажем, глава Apple или Microsoft. Очень хочу, чтобы каждый сотрудник Ростеха увидел это видео и не задавал больше глупых вопросов о том, почему у него такая маленькая зарплата. Она могла бы быть больше. Но как тогда Сергей Чемезов с женой купили бы такую квартиру? Пришлось бы чем-то пожертвовать. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.